Всем здравствуйте! В этом видео я хочу поделиться с вами красивым, эффектным, стильным и современным узором со жгутами, которым связан такой брендовый джемпер. И расскажу об особенностях вязания изделий со жгутами, косами и аранами. Жгуты, косы, араны, всевозможные переплетения в настоящее время на пике популярности. Пряжу для вязания изделий со жгутами и аранами лучше выбирать шерстяную или полушерстяную. Она хорошо держит форму и эластичная, очень хорошо держит форму и акрил. Пряжу можно выбрать любой толщины, тонкую, средней толщины, толстую, но обычно выбирают пряжу средней толщины, подходящей для спиц номера 4 и номера 5. Конечно, из толстой пряжи узоры выглядят более фактурно, объемно, но уходит такой пряжи намного больше, а изделие получается тяжелым. Спицы для жгутов, кос и аранов следует выбрать толще, чем указано на этикетке, так как на этикетке обычно указывается размер спиц для вязания чулочной или лицевой глади. Любые узоры со жгутами или косами стягивают полотно по ширине, поэтому под жгутом в этом месте образуется вздутие или пузырь на планке или резинке. Поэтому в этом месте, где расположен жгут, под ним необходимо добавить после планки или резиночки несколько петель, чтобы жгут не стягивал полотно в его начале. Если жгуты расположены по всей ширине полотна, то после резинки нужно провязать базовый подготовительный ряд, в котором равномерно прибавить петли. Друзья, сейчас я расскажу, как равномерно прибавить петли после резинки или какой-либо планочки, если жгуты, косы или араны расположены по всей ширине полотна изделия. Когда мы вяжем изделие снизу вверх, после резиночки или какой-либо планки, нам нужно провязать 2 базовых ряда. Это же касается и вязания изделия сверху вниз. Необходимо провязать 2 базовых ряда. Я изобразила эти базовые ряды на рисунке. Вот первый базовый ряд, вот второй базовый ряд. На первый базовый ряд сейчас не смотрим. Смотрим только на второй базовый ряд. Мы должны вначале нарисовать раппорт второго базового ряда. Он равен раппорту первого ряда схемы. То есть изнаночная петля, 8 петель косы, изнаночная петля. Вот эти линии я не изобразила на своем рисунке. Вот эти вот горизонтальные линии. Их изображать не обязательно. Итак, вот у меня базовый ряд и раппорт базового ряда. Точно такой же, как раппорт первого ряда схемы. 2 изнаночные петли и 8 петель косы. Опытные вязальщицы опытным путем вывели формулу, что каждая 3-я петля в жгуте или в косе во втором базовом ряду является прибавленной. Вот я отметила эти петли прибавленные красным цветом. То есть 2 петли пропускаем, 3-я в жгуте у нас прибавленная или в косе. 2 петли пропускаем, 3-я петля у нас прибавленная в косе. И 2 петли
больше петель нет, поэтому больше прибавленных петель нет. Изнаночные петли мы не считаем, мы только смотрим на петли, на 8 петель косы. И теперь нам нужно узнать раппорт узора первого базового ряда после резинки. Для этого считаем петли без прибавленных. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель без прибавленных петель должно быть для косы в первом базовом ряду. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, без этих прибавленных. Вот эти изнаночные петли так и остаются здесь. То есть раппорт узора первого базового ряда будет состоять из 8 петель. 6 петель для косы и 2 изнаночные петли. Поэтому, провязав резинку или какую-либо планку, вы должны скорректировать ваши петли, чтобы количество ваших петель делилось на 8. На 8 петель раппорта первого базового ряда. И плюс у вас еще там должны быть добавлены 2 кромочные петли. При вязании сверху вниз количество ваших петель должно делиться на 8 бескромочных петель. Затем провязываете первый базовый ряд, то есть повторяете 8, 8, 8 петель столько раз по 8, сколько вы набрали раппортов. Затем начинаете вязать второй базовый ряд. Можно провязать изнаночный ряд, и этот второй базовый ряд также будет лицевым. Так будет даже лучше. Второй базовый ряд. Провязываете изнаночную петлю, потом провязываете 2 петли, третью прибавляете любым способом, как вам удобно, накидом, из протяжки или там из нижней петли, как вам нравится. Потом 2 петли провязываете, третью прибавляете, 2 петли провязываете и изнаночная петля. Здесь у вас висят маркеры. То есть раппорты вы отделяете друг от друга маркерами. И начинаете провязывать следующий раппорт. Изнаночная петля, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, изнаночная. Маркеру переснимаете. Следующий раппорт провязываете. Изнаночная, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, петлю прибавляете, 2 лицевые, изнаночная. И маркер переснимаете. То есть в первом базовом ряду тоже нужно отделить раппорты друг от друга маркерами. Надеюсь, я понятно объяснила. Для начинающих любителей вязания лучше всего изделия, где по полотну, по всему полотну находятся косы, араны или жгуты. Лучше всего начинать вязать изделия с какой-либо, не из какой-либо планочки или резинки, а с набора петель на дополнительную нить. А затем уже после того, как вы провяжете изделие, свяжете изделие, в готовом изделии сверху вниз довязать планку или резинку по низу вашего полотна. А теперь давайте вместе свяжем такой узор по этой схеме. На спице самым обычным классическим способом набора петель длинный хвост я набрала 22 петли. Это 2 раппорта по 10 петель, 20 петель плюс 2 кромочные петли, 22 петли. И теперь завязываю хвостик нити с основной нитью на узелок. Вот так. Один раз оборачиваю вокруг основной нити хвостик нити. И еще раз оборачиваю хвостик нити. Вот так сверху кладу хвостик на нить. И оборачиваю хвостиком основную нить еще раз. И завязываю узелок, который никогда не развяжется. Так я закрепила первую петлю. И теперь провязываю подготовительной
базовый ряд для вязания образца поворотными рядами всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я всегда снимаю, последнюю буду провязывать изнаночной бабушкиной петлей. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Вы можете провязать такой подготовительный ряд всеми изнаночными классическими петлями. Или если вы вяжете сверху вниз изделия, такой подготовительный ряд провяжите всеми лицевыми петлями. Кромочные петли провязываете так, как вы привыкли. Я первую кромочную петлю снимаю, последнюю кромочную петлю всегда провязываю изнаночной бабушкиной петлей в конце каждого ряда. Мы провязали подготовительный базовый ряд для вязания образца. Такой базовый подготовительный ряд провязывать не нужно, если вы начинаете вязать изделия с какой-либо планочки или резинки. Разворачиваем работу на лицевую сторону, где у нас вот такая красивая косичка наборного ряда, и начинаем провязывать узор по схеме с первого ряда. Первый лицевой ряд, он вяжется одинаково и при вязании поворотными рядами, и при вязании по кругу, справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю я снимаю, далее идет изнаночная петля, провязываю изнаночную петлю, и далее идет перекрещивание петель вправо, куда показывает вот эта перекладинка. У нас 4 петли здесь, мы должны их перекрестить вправо. Вот эти 4 петли. Для того, чтобы перекрестить эти 4 петли с наклоном вправо, мы должны перевести рабочую нить вперед работы. Переводим нить вперед работы, придерживаем ее. Первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь этих петель, то есть не перекрещивая, не скрещивая их. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. Для этого рабочую нить возвращаем за работу. Следим, чтобы она вот здесь туго не была натянута. Перед этими снятыми петлями она проходит. Она не должна болтаться, но и не должна стягивать жгутик. И теперь следующие 2 петли провязываем лицевыми. Одна лицевая, вторая лицевая петля. На правой спице у нас 2 переснятые петли и 2 провязанные петли. Теперь наклоняем работу на себя и сзади работы слева направо вводим левую спицу в переснятые первые 2 петли. Вот так это выглядит. И теперь правую спицу выводим из всех 4 петель, придерживая пальцами вот эти провязанные петли. И теперь возвращаем провязанные петли на правую спицу, вводя правую спицу справа налево в эти петли. И теперь перекрещиваем вот так 4 петли. На правой спице у нас провязанные петли, а на левой спице у нас оказались не провязанные петли. И теперь провязываем провязанные петли. Лицевыми. Мы перекрестили 4 петли
с наклоном вправо, без использования дополнительной спицы. Далее у нас идет перекрещивание 4 петель с наклоном влево. Для этого первые вот эти 4 петли, для этого первые 2 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь каждой петли справа налево. Рабочая нить у нас за спицей, сзади работы. И теперь провязываем следующие 2 петли лицевыми петлями. 1 лицевая и 2 лицевая петля. На правой спице 2 переснятые петли и 2 провязанные петли. Нить у нас протянулась сзади переснятых петель. Она не должна провисать, не должна туго быть натянута. Она должна свободно лежать на полотне, чтобы не стянуть жгутик. И теперь перед работой левую спицу слева направо вводим в 2 переснятые петли. Вот так это выглядит. Придерживаем пальцами 2 провязанные петли и выводим правую спицу из всех 4 петель. И теперь провязанные петли возвращаем на правую спицу. И вот так перекрещиваем 4 петли с наклоном влево. На правой спице у нас провязанные петли, на левой спице оказались не провязанные петли. И теперь провязываем непровязанные петли лицевыми. 1 лицевая и 2 лицевая петля. Мы перекрестили с наклоном влево 4 петли без использования дополнительной спицы. И далее идет изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора. Раппорты узора разделяем между собой маркерами. Вешаем маркер и повторяем раппорт узора. Изнаночная петля. Затем перекрещиваем 4 петли с наклоном вправо. Вот эти 4 петли. Нить переводим вперед работы. Придерживаем нить. Первые 2 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу справа налево внутрь этих петель. Затем рабочую нить возвращаем за работу и провязываем следующие 2 петли лицевыми петлями. Вот так у нас выглядит сейчас этот прием. Рабочая нить вот здесь у нас обвивает спереди 2 переснятые петли. Следите, чтобы она не была туго натянута, но и не провисала, а лежала свободно. Не стягивала, чтобы жгутик. И теперь за работой левую спицу вводим слева направо в 2 переснятые непровязанные петли. Вот так. Придерживаем пальцами провязанные петли, пальцами левой руки и выводим правую спицу из всех 4 петель. И теперь возвращаем на правую спицу провязанные петли, вводя правую спицу справа налево в эти провязанные 2 петли. И вот так перекрещиваем петли направо. На правой спице провязанные петли, на левой спице не провязанные. И теперь провязываем непровязанные петли лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая петля. Далее идет перекрещивание 4 петель с наклоном влево. Рабочая нить у нас за работой. Первые 2 петли переснимаем на левую спицу, вводя левую спицу справа налево внутрь
каждой петли. Следующие 2 петли провязываем лицевыми. 1 лицевая и 2 лицевая петля. Рабочая нить протянулась у нас сзади переснятых петель. Она свободно лежит, не туго натянута, но и не провисает на полотне. И теперь перед работой левую спицу вводим слева направо, вот так, в переснятые 2 петли. Придерживаем пальцами левой руки провязанные петли и выводим правую спицу из всех 4 петель. И теперь возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем петли с наклоном влево. На правой спице провязанные петли, на левой не провязанной. Провязываем не провязанные петли лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая петля. И в конце раппорта изнаночная петля. Если вы набрали несколько раппортов, вешаете маркер и повторяете раппорт. Изнаночная петля, 4 петли перекрещиваете вправо, 4 перекрещиваете влево, изнаночная. Вешаете маркер и повторяете все ваши раппорты. В конце ряда после последнего раппорта кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый ряд узора. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем второй изнаночный ряд по рисунку и при вязании по кругу, и при вязании поворотными рядами. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. И все четные ряды вяжутся по рисунку и при поворотном вязании, и при круговом вязании. При круговом вязании второй изнаночный ряд выглядит следующим образом. После маркера начала ряда провязываем изнаночную петлю, 8 лицевых петель, изнаночную петлю. И повторяем изнаночная, 8 лицевых, изнаночная до конца второго кругового ряда при вязании по кругу. При вязании поворотными рядами также вяжем второй ряд по рисунку. Кромочную петлю снимаем, далее видим лицевую. То есть видим лицевую, вяжем лицевую. Это была изнаночная петля во втором изнаночном ряду. То есть второй изнаночный ряд вяжется слева направо по рисунку первого ряда. Можно смотреть на петли первого ряда, а можно не смотреть. Если хотите проконтролировать себя, можете смотреть. Далее видим 4 изнаночные петли. Это были 4 лицевые петли. Вот этих вот перекрещенных 4 петель в первом лицевом ряду. 1, 2, 3, и 4 изнаночная петля. Далее опять же у нас 4 изнаночные петли. Это были вот эти 4 лицевые перекрещенные петли в первом лицевом ряду. 1, 2, 3, 4 изнаночная петля. И в конце раппорта лицевая петля. Вот здесь непонятно, какая это петля, лицевая или изнаночная. Можно посмотреть на схему. Это была изнаночная петля в первом лицевом ряду, значит, это лицевая здесь петля. Провязываем лицевую. Маркер переснимаем и повторяем раппорт узора. Лицевая петля, 8 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и лицевая петля. Повторяем раппорт узора до конца ряда. Лицевая петля, 8 изнаночных и лицевая петля. В конце второго ряда кромочная петля
изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать третий лицевой ряд. Слева направо по условным обозначениям схемы. И при круговом вязании, и при поворотном вязании все лицевые ряды вяжем одинаково. Справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем, изнаночная и 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце раппорта изнаночная петля. Маркер переснимаем, повторяем раппорт узора. Изнаночная петля, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце раппорта изнаночная петля. И повторяем так все раппорты узора из 10 петель. В конце ряда кромочная петля, у меня изнаночная бабушкина петля. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и по рисунку провязываем изнаночный ряд. Здесь уже не обязательно смотреть на схему. Мы вяжем в 4-й изнаночный ряд слева направо по рисунку 3-го ряда. Но здесь уже будут петли все хорошо видны, поэтому можно не смотреть. Вот видно отлично лицевую петлю, видно бугорки изнаночных петель, и вот видно лицевую петлю. То есть вяжем, кромочную петлю снимаем и вяжем те петли, какие видим до конца ряда. То же самое и при вязании по кругу. Все четные ряды вяжем по рисунку, то есть ту петлю, какую видим. Друзья, далее я не буду показывать, как вязать узор по данной схеме. Здесь повторяются вот эти приемы. 4 петли, перекрещиваемые вправо, и 4 петли, которые нужно перекрестить влево. Вот они повторяются. Эти 4 перекрещиваемые петли с наклоном влево. Все четные ряды вяжутся по рисунку. Далее самостоятельно провязываете все ряды схемы, включая 24 четный ряд. На этом у меня все. Я думаю, узор вам понравился, объяснение было понятным. И вы свяжете образец такого узора, и свяжете изделие какое-либо таким узором, или сохраните такой узор в копилочку. Спасибо всем за внимание, за ваши добрые комментарии, за ваши лайки и за подписки. Желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новой встречи.